Приветствую вас! В Советском Союзе всегда стремились сделать что-то лучшее, чем на Западе. Не обошла эта тенденция автомобильный спорт. Конструктора стремились создать самый быстрый автомобиль для разного вида гонок. И хотя в конце 50-х годов прошлого века в Союзе уже получили большое распространение кольцевые гонки, интерес к линейным заездам все еще не угасал и оставался довольно высоким. Если в 1960-х годах автомобили для обычных гонок, в основном это переделки серийных автомобилей, побед и ЗИСов, то для линейных гонок проектировались уже с чистого листа. Таким и оказался построенный в 1960-х годах Тихомировым первый советский газотурбинный автомобиль «Пионер». Чтобы не тратить долго времени на проектирование шасси внешнего вида автомобиля и сосредоточиться на развитии скорости, Тихомировым был взят за основу гоночный автомобиль Харьков Л-1 Лорента. Именно этот автомобиль и принадлежал Московскому центральному автоклубу, где создавался будущий «Пионер-1» и его модификации. Поршневый двигатель, который стоял в Харькове Л-1, был заменен двумя двухвальными газовыми турбинами по 50 лошадиных сил каждая, которые были расположены по обеим сторонам машины от места водителя. Далее крутящий момент в 50 тысяч оборотов в минуту от турбин передавался на два планетарных редуктора, служащих для снижения числа оборотов, и которые в свою очередь были связаны с центральным редуктором, который передавал крутящий момент главной передачи. Коробки передач не было из-за особенностей газовых турбин изменять свой крутящий момент. Все остальные узлы «Пионера», включая колеса, которые крепились к раме на передние и задние независимых торсионных подвесках, и имевшие барабанные тормоза, остались неизменными по сравнению с Харьковом Л-1. Так как технический регламент запрещал использовать для заездов реактивную тягу, конструкция выпускной системы направляла поток отработанных газов перпендикулярно направлению движения через выхлопные отверстия, которые находились в коробчатых кожухах. Там же находились и воздухозаборники для питания воздухом двигателя. Место гонщика закрывалось обтекаемым фонарем, а сам кузов автомобиля был сделан из алюминия. Свой первый заезд автомобиль совершил в 1961 году, где развил скорость в 303 км в час. Но этой скорости Тихомирову показалось мало, ведь создавался этот автомобиль именно для развития большей скорости. И в 1962 году автомобиль подвергся дальнейшим доработкам. В первую очередь подняли мощность двух двигателей с 50 до 68 лошадиных сил, что составило общую мощность до 135 лошадиных сил. А также была переработана автоматическая система запуска и контроля работы турбин. И хотя благодаря доработке удалось повысить мощность двигателя, возросла и масса самого автомобиля с 485 до 495 кг. Обновленный автомобиль, получивший название «Пионер-2», смог уже развить скорость в 306 км в час, что стало абсолютным рекордом не только в СССР, в классе газотурбинных автомобилей, но и за рубежом. В 1963 году уже доработанный «Пионер-2» с приставкой «М» развил на высохшем соленом озере Баскунчак скорость 311 км в час, что вывело данный автомобиль в лидеры. Всего самый быстрый автомобиль Советского Союза во всех своих модификациях, включая автомобили с открытым верхом и снятыми щитками с колесных арок, с 1961 по 1972 год установил 13 всесоюзных и мировых рекордов скорости, а некоторые впоследствии так и не были побиты. Сейчас же этот скоростной автомобиль Советского Союза находится с 1989 года в музее автомобилей в Риге. И если мой ролик вам понравился, не забываем ставить лайк под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.